Мы прилетели в Анкару. Самые красивые фотографии на фоне Каппадокии, на фоне панорамы, на фоне воздушных шаров на рассвете получаются именно на вот таких вот террасах. В горы одеть такие штиблеты. Аэропорта я забыла переобуться. В горы одеть такие штиблеты, это ж огонь. Манты, но они такие меленькие-меленькие. У нас таких не делают. У нас, как всегда, куча сумок. Давай, проходи. Туристы. После паспортного контроля выходим вот сюда. И здесь такая череда аренд машин. Их очень много. По коридору, если посмотреть, вот там, это все офисы аренды машин. На стойке регистрации нам выдали вот такую бумагу. И сейчас мы уже в подземном паркинге ищем нашу машинку и не можем найти. Здесь, конечно, можно заблудиться. Алиса идет искать машинку. 6 утра и хочется спать. Это наша? Пойдешь залазить, Дотя? С мамой? Наконец-то можно снять маску. Мы просидели в ней, наверное, часов 6. Долго очень ехали, потому что у нас путь занимал 5 часов из Одессы до Киева, до Борисполя. Вот. Ну и потом там долго сидели, ждали самолет. И ночной перелет, это, конечно, с Лисой тяжело, потому что она скандалила, ругалась. Выехали мы наконец-то с этого паркинга. Да не, нормально, я просто ищу заправку. Выдали, обычно машину выдают в аренду с полбаком бензина, а здесь вообще с пустым баком. Пустой бак, буквально сказал, 10 километров мы проедем, вот мы боимся, чтобы хотя бы заправку найти за эти 10 километров, нигде не встать. Не могли с ним объясниться долго, потому что он вообще английского не понимает, говорит сугубо на турецком. Писали ему через переводчик, он через переводчик нас не понимал. Сейчас главное заправиться. Ну и нас ждет долгий путь. Едем мы в Гёреме, в Каппадокию, 300 километров. И, ну, по моим расчетам, если все пойдет нормально, то где-то, наверное, к обеду будем уже в нашем отеле. Нашли мы заправку, слава богу, а то я уже переживала, что не доедем, где-то встанем. Вот, Алисе бы поспать. Вот это единственный у нас человечек маленький, который поспал сегодня в самолете пару часов. А мы вообще с папой как зомби. Пока мы в дороге, расскажу вам немного про Анкару. Анкара – второй по численности населения город в Турции после Стамбула. И именно Анкара в 1923 году стала столицей Турции, благодаря своему месторасположению. Она находится почти в центре страны и в случае начала военных действий с географической точки зрения защищена от пешего наступления врагов гораздо лучше, чем Стамбул. Это один из древнейших городов Малой Азии. Современная архитектура Анкары достаточно однообразна и неинтересна для меня. Часто можно услышать, как местные называют ее серым городом. Все самые колоритные и интересные достопримечательности собраны именно в старой части города. Еще, если вы не водитель, есть еще второй вариант, как добраться из аэропорта Анкары в Гёреме. На автобусе с автовокзала. Ну, до автовокзала нужно еще доехать из аэропорта на шаттлбасе, а сам автовокзал находится не в Анкаре самой, а в пригороде, в поселке в небольшом, Ашти называется. Ну и автобус будет ехать примерно часов 5, наверное. Ну, он удобный, вы знаете, такие большие уже современные турецкие автобусы. Но мы выбрали путь полегче, машину. Ну, по стоимости билета на автобус будет примерно 10-12,5 евро. Смотря какая компания. Ну, в среднем так получается. Кого-то сморило. Время в дороге пролетело так быстро, что мы не заметили, как въехали в Каппадокию. По этим лошадкам догадались. Каппадокия – это не город, а регион, который охватывает около 5 городов. Невшехир, Нигде, Кайсери, Аксарай и Кыршехир. Каппадокия – это персидское слово, которое означает «страна красивых лошадей». Здесь насчитывается около 600 скальных церквей. Мы уже почти на подъезде к Гёреме, и посмотрите только, какая красота. Остановились здесь, в этой долине, здесь панорама. Мы это все посетим подробно завтра, послезавтра. А сейчас уже будем двигать, заселяться в наш отель.
Одна из самых главных вещей, которые просто необходимо сделать в Каппадокии, это полетать на воздушном шаре. И мы сделаем это завтра на рассвете. А пока мы едем заселяться в наш отель, немного отдохнем после тяжелой дороги и собираемся сегодня побывать в нескольких интересных местах, но об этом чуть позже. А вот и наш отельчик. Я выбрала это место не случайно. Во-первых, расположение. На рассвете со смотровой площадки очень хороший обзор на шары. Выходим и попадаем на вот такую вот террасу. А дальше по лесенке мы заходим в другой корпус. И сейчас поднимаемся очень быстренько наверх. И попадаем на вторую смотровую площадку. Тоже неплохую, с качельками, с креслами. Очень уютненько, колоритный вид. Поднимаемся еще выше. И вот еще одна классная терраса с подушками, тоже с качелями. А сейчас будет самая красивая терраса, самая верхняя. Пошли, Алиса, идем туда выше, там еще будет одна качель. Поднимайся. Давай мне руку. Давай за ручку мою. Опа. Давай. Идем. Будем смотреть красоту верхней смотровой площадки. Давай. Так. Ой, здесь опасно, надо тебя держать. Вот здесь надо Алису держать. Смотри, какая красота. Ух ты! Ребят, мы наконец-то доехали сюда, в наш отель. И сейчас, прежде чем покажу я вам номер, я хочу вам дать 2 совета по выбору отеля. Первое, что я хочу сказать, прежде чем вы едете сюда, выбирайте отель с террасой. Самые красивые фотографии на фоне Каппадокии, на фоне панорамы, на фоне воздушных шаров на рассвете получаются именно на вот таких вот террасах. И если вы решите сэкономить пару долларов и забронируете отель в низине, то знаете, что будет? Ровно в 6 утра вы будете бежать на гору, чтобы найти красивый вид, сделать красивые фотографии, снять видео. И не факт, что вы найдете такую локацию. Поэтому я считаю, что лучше немножечко доплатить. Да, сейчас мы с Алисой пойдем кататься на качельку, да, Дося, пойдем? Да. Вот умница. Ну и второе. Мое мнение, что нужно выбирать пещерные отели. Раньше, в средние века, местные жители строили свои дома в пещерах. Они просто выдалбливали дома в скалах. Ну а со временем сейчас, в наше время, эти дома переоборудовали в отели. Вот. И, конечно, я считаю, что это очень круто. Это такое уникальное место, вы еще просто больше нигде в мире не найдете. Ну и я считаю, что, конечно, нужно выбирать пещерный отель. А как отличить пещерный от обычного, я вам сейчас расскажу. По одному слову. Слово cave. Это с английского в переводе означает пещера. Если вы видите в названии отеля слово cave, то это ваш вариант. Например, наш отель называется Милат Кейв Отель. Есть еще Михтра Кейв Отель, Султан Кейв Отель. Их здесь десятки. А еще хочу сказать, что мы сегодня так получилось, что из аэропорта Анкары приехали очень рано. Приехали в 10 часов, как вы знаете, заселение во всех отелях в 2. Но сейчас Каппадокия еще не наполнена туристами, и нас поселили сразу же. И сейчас я покажу вам наш номер. Идем? Идем. Паси? Итак, наш номер. Он очень простой и без изысков. Кровать, холодильник, стол, душевая. Вот здесь всякие баночки, шампуни, гели для душа, какая-то коробочка. Чай, кофе бесплатно. А вон идет наш папа и тащит чемоданы из машины с Алисой. В нашем отеле несколько смотровых площадок. Это самая красивая с подушками. Есть еще вот такая и вот эта. Бубук сейчас будет. Держись. Ты что, бубук будет? Кто катается? Куда идем? Папа кабанчик тяжелый, Алиса не сможет катать, наверное. Да, Алиса здоровая. Что? Катает папу, да, Дося? Нравится тебе? Весь Гёры мы вот в таких вот горшочках, так красиво. Но их снимать нельзя.
Сегодня на вечер у нас очень интересные планы, поэтому после самолета в первый день мы решили себя сильно не нагружать маршрутами. Но сейчас мы поедем в долину любви, она здесь рядышком, буквально в 5 километрах от Гёрме. Ребят, когда едете до вот таких вот скал, здесь незаметное такое углубление и дорога вверх, вам вот сюда. Долина любви – одно из самых известных мест в Каппадокии. На Google картах и в путеводителях это место может быть указано как Баглы-Дере, а туристы называют долину долиной фаллосов. Вы сейчас поймете почему. Алиска, идем красоту смотреть. Есть несколько версий происхождения этих столбов. Известно, что Каппадокия обязана своими инопланетными пейзажами вулканам, которые находились здесь тысячи лет назад. Со временем более плотные и крепкие вулканические породы оказывались наверху, а мягкие оседали снизу. Под действием воды и ветра из туфа образовались столбы высотой до 40 метров, а конусообразные шляпки на них состоят из базальта. У вас здесь есть какой-то барчик? Собачку не трогай, потому что собачка может кусь-кусь сделать. Ты что? Собака Динго, видишь? Кукареку, петушок где-то там кричит. По другой версии, на месте долины раньше была вода, и верхушки столбов находились над поверхностью. Противники этой теории указывают на то, что столбы разной высоты. Слушай, представляешь, это же все природа сделала. Просто, это же не человек. Нет, мне кажется, что это гуманоиды. Они Чудо природы. сделали памятник своим фаллосам. В натуральную величину. Увековечили их, так сказать. Что она делает? Что вы делаете? Радуется. Смотри, что пальчик не куснула. Ты что? Вы играете с собачкой? Пойдемте дальше. Солнце сегодня такое пекучее прям. Пошли, собака, пошли. Мы сейчас спустились именно в саму долину, в низину. А смотровая площадка вон там, с красивым сердцем. И сейчас мы тоже туда поднимемся. Давай, мама, покажи нам. В горы одеть такие штиблеты. Аэропорта я забыла переобуться. В горы одеть такие штиблеты, это ж огонь. Огонь. Бывалый турист. Давай. Бывалый турист. Я туда съехала на одном месте, на попе. Ай-яй-яй-яй. А вот кафешка, это здесь тенек. Единственное место, где здесь тенек. А ты со своей собачкой, да? Шарики воздушные. Вокруг и добрались на вот эту смотровую площадку. Но я вам скажу так, что снизу вид был лучше. Вот что я привезу из Каппадокии обязательно. И воздушный шарик. Это от сглаза и от негатива. А сейчас мы от этого места сместимся немножко правее. Вон туда, где флаг. Там еще одно сердечко, но там народу побольше. Конечно, погода такая переменчивая здесь. Сейчас день и солнце просто жарит. А вечером мы сегодня встречаемся с моей подругой. Вы ее, кстати, знаете многие. Лена Эдельвейс, у нее тоже канал на ютубе. И мы с ней встречаемся в ресторане, в очень классном в отеле Султан Кейв. Будем ужинать. Там обалденно красивая панорамная площадка. А ты чего там кашлюкаешь? Давай, идем. О, верблюд Вася здесь. Здесь можно покататься на верблюде и сделать фоточку на нем.
Повсюду эти кувшинчики, горшочки, качельки. Красота, конечно. Алиса! Алиса, давай ты помощная, ты не помощная. Ой, блин. Скажи, дядя балуется со мной, да? Спасибо. Подожди. Сейчас она как раз разозлится, подожди. Скажи, я сейчас буду очень злая. Алиса. Мороженщики здесь это местное развлечение для туристов. Вкусно? Попробуй. Вот оно счастье. Вот теперь мама боится, скажет, чтобы горлышко не болело, да? Дай маме. Не? Маме она не дает. Вкусно мороженое? Вот как теперь объяснить ребенку, что оно холодное и большими кусками нельзя? Алис, по чуть-чуть. Папа дает тебе, дает. Понятно все. Большими нельзя кусочками, Алиса. Нельзя. Я ж переживала, чтобы ангины не было, но мы только приехали первый день. Дотя, покажи мороженое. Дашь папе? Ага, сейчас. Дай папе лизнуть. У дяди? Дай папе лизнуть. Не, она не даст, может даже А не кто тебе даст. дал мороженое? Дядя дал. А здесь можно вот такой кувшинчик подписать и оставить на память. Где красный горшочек? Да, у нас сейчас любимый цвет красный. Она везде находит красный. Где красный? А маме дашь лизнуть? Почему? Никому не даешь. Вот такой вид отсюда со смотровых площадок, с этих сердечек. А фоточка в этой машинке стоит 1 евро. Гуляем по улочкам Гёрами. Сейчас пойдем на вечер, забронируем столик в ресторане. Вот это очень классный ресторан в отеле Султан Кейв. Но на сегодня, к сожалению, все столики заняты. Иди сюда, там Бух будет. Доча, ты что? А ну иди сюда, быстренько. Ой, давай, ты что, там высоко как. Все столики заняты, поэтому мы сейчас хотим зайти и забронировать на завтра. А сегодня будем ужинать в другом потрясающем месте с красивой панорамной площадкой. Его я вам покажу немножко позже. Пахнут? Это смотровая площадка отеля Султан Кейв. Шары подлетают на рассвете прям близко сюда. Вид обалденный, но отель, конечно, из дорогих в Гёреме. Вот вроде и туристов немного сейчас в Гёреме, вообще в Каппадокии, потому что только карантин и локдаун закончился. Но в этот ресторан Сетин просто невозможно попасть. На сегодня все столики заказаны. Завтра тоже. Да, на завтра тоже единственный стол нашли свободный. Ну, такой, конечно, в не очень красивом месте. Ну, у нас пока выбора нет. Забронировали его, ну, в общем, завтра посмотрим, что будем делать. Бронь бесплатная, поэтому можно и отказаться. Ну, да. Едем сейчас еще одну кафешку посмотрим. Просто зайдем посмотрим, потому что мы планируем там сегодня поужинать. Я не могу объяснить словами, но Гёреме он меня как-то просто влюбил в себя и поразил. Я вообще под большим впечатлением от этого места. Покажу вам сейчас одно классное место. Кафешка очень вкусная, но мало кто знает, потому что она на окраине Гёремы практически. И сюда не все добираются туристы. И с чисто этим украинским названием Назар. Да. Вот. Здесь очень вкусная кухня. Цены хорошие и очень классные такие смотровые площадки, колоритные. И подъезда Стой. к этому кафе нету. Сейчас я повернусь. Подъезда нет, немножко нужно пройтись по тропинке. Вот позади меня, В скале. там где-то в скале вход в него. Идем? Идем. Вот, Назар Борек. Вот здесь спряталась эта кафешка в скалах. Красотища, конечно. Вечером, наверное, вообще все светится, да? Огонь.
Котик мамин, давай догоняй. Давай скорее догоняй. Вот здесь, наверное, мы сегодня будем ужинать. Сейчас мы едем дальше в еще одну долину. А вечером вернемся сюда. Дотя, ку-ку. Здесь, в нескольких километрах от Георемы, растянулась долина голубей – Гюверджинлик. В долине обитает несколько сотен птиц. Боже, сколько их много тут вообще. Птичье чириканье здесь везде. Мы только сюда подъехали, и Алиса сразу уснула в машине, Гена с ней остался, я вот тут хожу, смотрю. Подождем, наверное, пока она проснется, и вместе с ней придем птичек кормить. И никогда не видела столько голубей одновременно. С этой смотровой локации очень хорошо Чхисар видно. Вот сувенирный магазин прямо возле голубей. Ничего не покупайте здесь. Воздушные шарики вот эти по 35 баксов. Я просто в тихом шоке от наглости. Спуститесь вниз по ступеням, и там в сувенирной лавке очень приятный продавец, и этот же шарик вы купите у него за $5. Сюда, конечно, нужно только с Алисой идти. Будем ждать ребенка. Находимся в долине воображений, и здесь нужно смотреть и представлять, на кого похожи эти скалы. Я верблюда нашла. Фантазии, а не Ты нашел воображения. верблюда? Не, козла горного. Ну, козла я тоже нашла. Дай верблюда покажи. Вот смотрите, как горб, и вот это его голова. Ну, реально похож. А вот это слоник, вот у него как хобот получается, голова и ушки. Тю-тю-тю. Алиса говорит на слона тру-ту-ту. И вон там стоянка какая-то автобусов, значит там тоже какая-то локация. Сейчас мы туда съедем вниз. Долина воображения или Розовая долина находится в 10 минутах от Георемы. В создании ее причудливых рельефов принимала участие сама природа, тысячелетиями искусно разрушая и выветривая поверхности скал. Мы объехали эту долину воображения с другой стороны. Вот здесь всех туристов автобусы привозят сюда. Кто-то называет это место долиной фантазий, а мне больше нравится долина воображений. Вот позади меня, видите, эта скала? Мне она похожа на верблюда, и это верблюд. Так каким верблюд? Два мужика стоят и разговаривают. Какие два мужика? Ты что, смеешься? Один с рюкзаком, а другой без рюкзака. Верблюд, голова и два горба. Ну, у кого какая фантазия? У мужиков я там не вижу точно. Дотя, где верблюд? Вот, А слоник? Смотри, Алис, вот это верблюдик такой. Поищи слоника, Доть. Нету? Идем выше, поднимемся. Идем. Здесь можно найти фигуры льва, птиц, быка, Наполеона и даже Деву Марию с младенцем на руках. А вот верблюд с этой стороны. Мы вернулись с Алисой в это место к голубям. Будешь кормить птичек? Надо взять зернышко у дяди, да? Сейчас они придут к тебе. Смотри, какая птичка, ты видишь? Класс! Нравится тебе? Не бойся, они летают, они тебя не обижают. Здесь тоже сувениры, внизу будочки разные. Ну что, мы идем ужинать в эту кафешку, где были недавно. Сегодня наш первый день. Я уже сбилась со счета, сколько же здесь красивых таких смотровых площадок с разными сердечками, качельками, и все с панорамным видом на Геореме. А на этом дереве уже не бусинки от сглаза, а воздушные шарики. Мы сейчас с Алисой идем ужинать и ждем нашу Лену, да? Ку-ку!
Вкусная картошечка? Вот мы заказали рис с мясом. Это что-то такое турецкое блюдо. Грудку куриную с картофелем фри и салатиком. Ну, чтобы Алиса тоже покушала. И вот здесь вот манты. Но они такие меленькие-меленькие. У нас таких не делают. Если честно, мы с Алисой сегодня очень голодные. Я с самолета нормально не обедала, не завтракала, так какими-то кусками, сухомяткой. Поэтому мы начинаем кушать. Ждем нашу Лену. Ну, здесь сегодня так грустненько, пустенько. Вот попросила, чтобы музыку нам включили. Но вид отсюда хороший. А завтра мы пойдем в другое место. Мы решили, что пока мы здесь в Гёреме, мы будем каждый день, каждый вечер, да, ужинать где-то в разных местах. Держи. Приятного аппетита. Спасибо. Ну все, ребят, солнышко уже село. Вечер наступил в Гёреме. Моя подруга Лена задерживается, мы созвонились сейчас и подъедем в центр к ней. А завтра на рассвете мы с Леной будем летать на воздушном шаре. Вы увидите все своими глазами в следующем выпуске. Ссылочку на канал Лены я оставлю в описании под этим видео. У нее классный travel-блог о путешествиях, называется «С тобой». Переходите, подписывайтесь, и вы не заметите, как ее путешествия вас затянут. Музыка ветра. Гёреме уже весь в огонечках.